Новая крупномасштабная операция объявлена. Иран наносит новый удар. Силы Израиля и США под прицелом. Детонация, точное попадание и поражение. Контроль утрачен. Вашингтон и Иерусалим бьют по целям Тегерана. Командные центры, штаб уничтожены. Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов. Все детали. Путин направляет военную авиацию. НАТО заявляет о появлении в небе необычного истребителя РФ. Что происходит? Москва призвала сложить оружие и прекратить боевые действия. Война должна закончиться. Киев критикует Кремль и заявляет о скором падении Путина. Официальное заявление МИД Украины и России. Иран готов к новой сделке. Тегеран вышел на связь с Трампом. Детали переговоров и как действия Америки сближают Путина и Си Цзиньпина. Прорыв линии обороны, удар по украинским мужчинам, не желающим воевать, а еще о том, как американцы сорвали куш на войне. Кто сделал сумасшедшие ставки за час до удара Америки? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. И я начинаю. Новая волна атак, огонь по целям, тотальное уничтожение и точные попадания. Армии продолжают наносить удары. Каждая из сторон заявляет о масштабных потерях противника. Центральное командование вооруженных сил США уверяет, в ходе операции «Эпическая ярость» и «Рев льва» уничтожены тысячи объектов, принадлежащих Ирану. Израиль заявляет, будет бить, пока не достигнет своей главной цели. Ее, как свою давнюю мечту, озвучил Нетаньяху. Цитирую. «Мы ведем кампанию, в которой задействуем всю мощь Цахала, как никогда прежде, чтобы обеспечить наше существование и наше будущее. Но в этой кампании мы также опираемся на помощь Соединенных Штатов, моего друга, президента США Дональда Трампа и американских вооруженных сил. Эта коалиция сил позволяет нам сделать то, к чему я стремился 40 лет – разгромить террористический режим беспощадно. Это то, что я обещал, и это то, что мы сделаем». После этого Иерусалим и Вашингтон заявили, КСИР потеряли контроль. Во второй половине дня 1 марта нанесен удар по командному центру армии Ирана. Цахал объявил о масштабной атаке по военной инфраструктуре Ирана в самом сердце Тегерана. По данным израильских военных, волна ударов серьезно нарушила систему командования и управления. Речь идет не просто о поражении объектов, а о подрыве способности руководства координировать боевые действия. Цитирую заявление Цахал. Удары были направлены по командным центрам, в которых, по данным разведки Цахала, было установлено активное оперативное присутствие представителей иранского режима, ответственных за управление боевыми действиями и планирование террористических кампаний против государства Израиль и стран региона. Один из пораженных экстренных комплексов служил директорату операций и директорату разведки иранского террористического режима. Израиль заявляет, что ВВС провели крупнейшую в истории страны воздушную операцию с участием около 200 истребителей, а США применили свои Б-2 стелс-бомбардировщики и ударили по флоту Ирана. Как заявил Трамп, потоплены 9 иранских военных кораблей. Некоторые из них были относительно крупными и важными. Иран в ответ заявляет, ударил баллистикой по авианосцу «Авраам Линкольн», который США перебросили в регион, и ракеты достигли цели. Центральное командование вооруженных сил США при этом дало понять, что ракеты действительно летели, но заявляют, что авианосец цел и невредим. Цитирую. Линкольн не был поражен. Запущенные ракеты даже не приблизились к нему. Линкольн продолжает запускать самолеты в поддержку беспрестанной кампании Центрального командования США по защите американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима. Американская сторона также впервые озвучила свои потери официальные. Речь идет о 3 убитых военнослужащих и 5 раненых. Иранская сторона уверяет, что США потеряли 500 своих военных, и на этом силы Тегерана не остановятся. Президент Ирана Пезешкиан 1 марта заявил, что армия Ирана решительно уничтожает базы противника и оставит Израиль и США в безнадежном положении. Он подчеркнул, что Вашингтон и Иерусалим получат только позор, а иранцы должны объединиться и сорвать планы врагов. Это цитата. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани обратился к странам-соседям и сделал такое заявление. Цитирую. К странам региона: мы не намерены совершать агрессию против вас, но когда базы, расположенные на вашей территории, используются против нас, и когда Соединенные Штаты проводят операции в регионе, опираясь на эти свои силы, мы будем наносить удары по этим базам, ибо эти базы не земля тех государств, а американская земля.
Уже после Тегеран объявил, начинает новую крупномасштабную операцию – запуск новой волны ударов по Израилю и другим объектам, в частности, американским базам. Ракеты полетели по Иерусалиму и не только. Иранское издание Тасним пишет, что операция называется «Истинное обещание 4», а удары нанесены по военной инфраструктуре, и израильские города вновь ушли под сигнал воздушной тревоги. В ответ КСИР провел 4 крупные волны высокоточных ударов по военным объектам на оккупированных территориях, включая Тель-Авив и Хайфу, и вынудил израильских поселенцев укрыться в подземных убежищах. Сообщается, что высокопоставленные должностные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, укрылись в укрепленных бункерах из-за возросших угроз. В ночь на 2 марта соцсети заполонили сотни новых видео, кадры иранских атак, американские базы пылали в странах региона, заявлялось о повторных детонациях на объектах США. Иран ударил и по французской базе в Абу-Даби. Израиль при этом резко наращивает силы. Цахал мобилизовал 100 тысяч резервистов, пишет издание Times of Israel. Это дополнительно к 50 тысячам военнослужащих, уже находящихся на службе. Усилены границы с Сирией, Ливаном, сектором Газа и на западном берегу, а также ВВС, флот и разведка. Страна фактически переходит в режим тотальной мобилизации. Трамп же заявляет, Иран уже хочет переговоров, и Вашингтон согласился поговорить. Американский президент в интервью The Atlantic вновь призвал иранцев воспользоваться моментом и взять судьбу страны в свои руки. Несмотря на первые потери США и риски для нефтяного рынка, Трамп уверен, операция меняет правила игры, а экономика Америки готова взлететь. Далее цитата. Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, так что я буду с ними говорить. Им следовало сделать это раньше. Им следовало раньше сделать то, что было очень практично и легко осуществимо. Они слишком долго ждали. Москва призвала сложить оружие и прекратить боевые действия. Война должна закончиться, сторонам необходимо перейти к дипломатии и сесть за стол переговоров. Обстрелы не могут продолжаться, и под удары не может попадать гражданская инфраструктура, а также важные логистические пути, необходимые для мировой торговли. Кроме того, не может погибать мирное население, а лидеров не должны ликвидировать. Это официальное заявление МИД РФ, и оно никак не касается российско-украинской войны. Российский МИД осуждает США и Израиль и акцентирует внимание на Ормузском проливе. Проблемы там могут привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа, говорится в сообщении. И не только. Также процитирую. Призываем к срочной деэскалации, прекращению боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе Устава ООН и договора о нераспространении ядерного оружия. При этом должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива. Критикует Москву Киев. В украинском МИДе заявили, что Путин чуть больше, чем за год потерял 3 своих близких союзников – Асада, Мадуро и Хаменеи. И никак при этом им не помог. Министр Сибига пишет, что такая динамика показывает, что Россия не является надежным союзником для тех, кто очень сильно на нее полагается. Это была цитата. Также Киев считает, что пока Россия комментирует ситуацию на Ближнем Востоке и призывает к деэскалации, она сама увязла в войне. Звучит и другие заявления. Путин может стать следующим в списке после Хаменеи. В-третьих, домино падающих диктаторов должно продолжаться, и падение Путина когда-нибудь неизбежно. Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все российские преступления. Справедливость неизбежна. Митинги радости и ярости охватили ЕС. В разных городах Европы тысячи иранцев, проживающих за границей, вышли на улицы, чтобы отпраздновать гибель верховного лидера Ирана Хаменеи. Это кадры из Брюсселя. Там иранская диаспора танцевала, пила шампанское и скандировала «Демократия для Ирана». Также демонстранты призвали Европу поддержать народ Ирана в следующих решающих шагах. Мы должны в первую очередь думать об иранцах и иранской диаспоре за границей, и их точка зрения абсолютно очевидна, что в национальных интересах американцы, израильтяне и европейцы должны объединить усилия, чтобы этот режим сменился, и нам действительно нужно понять одну вещь – политический ислам должен исчезнуть.
А это одна уже из акций ярости в Турции. После официальных заявлений о смерти Хаменеи исламистские группы взорвались протестами в Стамбуле и Анкаре. В Стамбуле на баннере с Трампом и Нетаньяху и Гитлером красовалась надпись «Ваша тирания, завидная даже Гитлеру, падет». А в столице Турции протестующие штурмовали консульство США, топтали фото лидеров США и Израиля и держали портреты убитого Али Хаменеи. Мы здесь, чтобы отомстить за мученика Али Хаменеи, чтобы стереть Америку и Израиль с лица земли. Мы здесь, чтобы требовать прав для всех угнетенных и жертв на земле. А в Германии предупреждают о возможных атаках в стране после удара Трампа и Нетаньяху по Ирану. По словам немецкого канцлера Мерца, власти не допустят антисемитских или антиамериканских нападений в ФРГ. Мерц отметил, иранские спецслужбы активны в Европе и, в частности, Германии, и власти уже обсудили меры защиты населения. Процитирую. Здесь, в Германии, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность населения. Это особенно касается защиты еврейских, израильских и американских учреждений. Мы не будем терпеть антисемитские или антиамериканские нападения на немецкой земле. Союз против Трампа. Пекин сближается с Москвой. Эскалация США на Ближнем Востоке взрывает баланс сил прямо перед встречей Трампа и Си, которая запланирована на 31 марта. Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи ракетами США и Израиля ставит Китай и Россию на прочную ось против американской агрессии, пишет Bloomberg. Министр иностранных дел Китая Ван И назвал неприемлемым убийство лидера суверенной страны и вмешательство в режим, предупреждая, что США рискуют загнать регион в бездну. Эксперты предупреждают, это уже второй друг Китая, устраненный Трампом в этом году, и следующий в списке может быть еще ближе к Си. Нестабильность в Иране, говорит эксперт рынков Азиатско-Тихоокеанского региона Джордж Чен, может сильно сблизить Путина и Си Цзиньпина. Ситуацию осложняет нарушение воздушного пространства, растущие столкновения Афганистана и Пакистана, дипломатический спор с Японией по Тайваню и эскалация на Корейском полуострове. Все это происходит накануне ключевой экономической недели для Китая, когда Пекин объявит цели роста на 2026 год. Нестабильность в Иране, вероятно, еще больше укрепит отношения Китая с Россией, поскольку Си стремится закрепить поставки нефти, добавил Чен. В течение выходных обе страны созвали экстренное заседание Совета безопасности ООН, постоянного члена которого они являются вместе с США, Великобританией и Францией, ссылаясь на то, что Москва назвала неоправданным актом вооруженной агрессии со стороны США. И теперь к другим темам. НАТО заявляет о перехвате российских истребителей и самолета стратегической авиации. Норвегия уверяет, Путин направил военную авиацию в международное воздушное пространство над Баренцевым морем в интересном составе. Вооруженные силы Норвегии пишут, что F-35 перехватили российские самолеты, а в строю замечен парадный истребитель. По официальной информации, в составе группы находилось 2 стратегических бомбардировщика Ту-95МС и 2 многоцелевых истребителя Су-35С. Но главный нюанс – один из Су-35С оказался необычным. По данным норвежской стороны и профильных источников, сопровождение бомбардировщиков обеспечивали истребители из состава пилотажной группы «Русские Витязи». Те самые самолеты в фирменной сине-красно-белой ливреи, которые обычно участвуют в авиашоу и парадах. Фактически речь идет о парадных бортах, базирующихся на аэродроме Кубинка, которые, как утверждается, были задействованы в реальной патрульной миссии в Арктике. В заявлении НАТО подчеркивается, что перехват носил рутинный характер и стал частью миссии по мониторингу активности в регионе. Норвежские F-35 идентифицировали и затеняли российскую группу, не допуская нарушений. Однако появление «Витязей» в составе боевой авиагруппы вызвало резонанс. Эксперты отмечают, что использование самолетов пилотажной группы для сопровождения стратегических бомбардировщиков – крайне редкий и показательный эпизод. Прорыв на Александровском направлении. Разведка ВСУ заявила об ударе на линии фронта. Десантно-штурмовые войска заявляют о проведении операции, в результате которой, по их данным, была прорвана линия обороны российской армии. Как сообщается, наземные боевые группы разведки отработали по укрепленным позициям ВС РФ. Ситуация на направлении остается напряженной, однако украинская сторона подчеркивает, что инициатива на данном участке перешла к их подразделениям. Цитирую. В ходе операции были уничтожены вражеские огневые сооружения, живая сила, места хранения боеприпасов оккупантов. Благодаря профессиональным действиям разведчиков сорваны планы врага по дальнейшему наступлению. Это позволило открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений. Разведка впереди.
В сводках российского Минобороны об этом событии информации пока нет. В то же время на другом направлении, в частности в Донецкой области, в районах Покровска и Мирнограда, российские войска пытаются обойти основные силы украинских войск, предпринимая попытки оперативного окружения. О непростой ситуации для ВСУ заявляет Украина. Там россияне заметно увеличили использование квадроциклов. Новые санкции для украинцев. Верховная Рада Украины готовит серьезные меры против уклонистов от мобилизации. Мужчин, которые прячутся от ТЦК, могут приравнять к должникам по алиментам. Последних сейчас по закону лишают водительских прав, а также блокируют их банковские счета. Это нововведение может существенно изменить жизнь десятков тысяч мужчин уже в ближайшее время. Ведь методы наказания, разработанные для неплательщиков алиментов, могут применяться к уклонистам. Об этом в интервью Times of Ukraine заявил нардеп Венеславский. Цитирую. Когда гражданин Украины не выполняет свою конституционную обязанность, уклоняется от обновления, актуализации военно-учетных данных и не является по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и негативных последствий нет, так это в воюющей стране точно недопустимая ситуация. И напоследок о том, как зарабатывают на войне. Ставки сделаны. Игрок с ником Maga My Man сорвал джекпот на войне. Всего за одну ночь он превратил 87 тысяч долларов в $500 000, сделав ставки на спецплатформе и, по сути, предсказав американский удар по Ирану всего за несколько часов до начала операции. По словам американского конгрессмена Майкла Левина, первая ставка была сделана всего за 71 минуту до огласки, когда рынок оценивал вероятность войны лишь в 17%. В своей публикации Левин отметил, что в консультативный совет Polymarket, к слову, это крупнейший в мире рынок онлайн-прогнозов, входит Дональд Трамп-младший, а связанная с ним фирма ранее вложила в платформу десятки миллионов долларов. Maga My Man не единственный игрок, сорвавший куш на войне на Ближнем Востоке. По данным западных СМИ, как минимум 6 подозрительных аккаунтов синхронно поставили крупные суммы незадолго до начала операции и в сумме заработали более $1 миллиона США. Их кошельки были пополнены буквально за сутки до американского удара, будто кто-то заранее знал, что война вот-вот начнется. Друзья, хорошего вам дня, начала недели и всей недели. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Если не сложно, мне будет очень приятно за ваш лайк, комментарий и репост. До встречи уже завтра.